Добрый день, добрый вечер. У кого какое время, с вами Вивьена. Не забывайте про энергообмен. Спасибо за ваши комментарии, за ваши донаты, за ваши пальчики, за ваши сердечки. И мы сегодня смотрим на французском очень точном оракуле. Что он добивается? Чё добиваешься ты своим поведением? Ну чё? Ну что ты добиваешься? И будем смотреть. Этот оракул достаточно точный. Сейчас мы сделаем еще побольше. Что ты добиваешься? Что он добивается? Он добивается с вами сотрудничества и встречи. И хочет, чтобы это было на дружбе и взаимопонимании, так как он это считает должно быть. Что он добивается? Он добивается получения удовольствия и радости от вас. А еще он ждет от вас подарка, вы для него тоже как подарок. И один будет намного значительно другого. Но он очень любит радоваться жизни, когда эти радости именно для него. Что еще он добивается своим поведением? И он так это понимает, что вы не понимаете его. А вышло у нас пророчество. Пророчество. Сама Севилья вышла. Это говорит о том, что наше предсказание очень важное. Вдумайтесь в то, что происходит, что он добивается своим поведением. Ну, петух гамбургский на одной ножке хочет показать, что он действительно кавалергард. Что он действительно такой вот альфа. Но он хочет сказать о том, что он действительно имеет чувства, и что вы его не понимаете. Он хочет сказать, но дорожи ты своими друзьями, дорожи тем, кто у тебя есть. Потому что, может быть, я и очень плохой, или не очень плохой, или не очень хороший. Но знаешь, и другие, они вроде лучше, но не такие. А ты та, то та. Вивьена ясновидящая и по потоку читает то, что ей передают. А карты – это знаки, картинки, которые помогают понять вам. Знаете, я тут могу сказать, на кого мы смотрим. У того человека чувства есть. Просто есть какие-то такие трудности и такие, такое, что, понимаете, иногда преодолеть очень трудно. Что он добивается? Добивается того, чтобы или вы к нему приехали, или вы ему написали, или добивается, чтобы он к вам приехал, и чтобы это состоялось. Он очень почему-то хочет встречи, он хочет и планирует у кого-то начать даже заново, но страхи, так у него страхи в одном месте играют. Ой. Но все-таки он рассчитывает, что будет финальный успех. Десятка крести – это когда идет помощь извне. Десятка крести – это когда помощь извне. И он рассчитывает на то, что здесь бы крести, его карта крестовая, крестового короля. Но в другое время это и то, что извне кто-то поможет. Что он добивается? Ой, знаете, он очень боится, что он превратился в вашего врага. Или что-то вы недопонимаете и думаете, что он вам якобы враг. Или вы его ревнуете, а на самом деле, может быть, и есть над чем ревновать, а даже, может быть, и не может быть. И он не знает, как это исправить. Ну, я уже вам сказала, он не то, что он оправдывается, но вы для него очень важный человек в жизни, очень важный. Ну и давайте смотреть, а почему он боится, что вы все-таки его оставите как врага или как что-то. Потому что, знаете, вы для него как
Это не очень хорошо в отношениях, но для него он может не произносить «вы как мама», или как тетя, или как бабушка. Вы для него очень важный человек. Очень важный человек. И вот он хотел бы, чтобы вы склонились над ним, как над малышом. Милый мой хороший, любимый малышок, милый мой хороший, любимый лягушок. Ой, что приходит вообще из головы? И он очень обдумывает. Знаете, у него уже голову раздирает в разные стороны. И возникшие вот эти проблемы, огорчения, и он не знает, как решиться, трусливые мысли, как прийти за помощью, кто, кому. Вы, чтобы, знаете, вот очень хочет, чтобы все разрешилось, и чтобы кто-то извне это помог. Что он все-таки хочет добиться от вас? А добиться он хочет от вас, чтобы вы приняли его как мужчину, как сильного человека. И даже у некоторых думает такой мужчина, а хорошо бы пойти туда, где священники, и соединить вместе два кольца, и короны на голову одеть. И вообще десятка черви, да, очень часто сочетание с десяткой бубен, но здесь у нас десятки бубен не вышло, оно в сочетании говорит всегда о совместном проживании, о совместном, может быть, даже свадьбе. Не может быть, а вообще к свадьбе говорится. И здесь идет, что тут человек очень хочет, чтобы все пришло к лучшему знаменателю. Тут человек любит, как бы там ни было, человек любит. А почему он вас любит? Странно, это столько трудностей, вот я вижу, мне идет по поток, какие-то трудности, которые он считает непреодолимые. А он любит, по-своему любит. Почему любит? А потому что вышли вы. Ну вот, знаете, я спросила, почему он любит? Откуда я знала, что из этой колоды вытащится эта карта? Вышли вы, и он любит, потому что вы даете ему силу, здоровье, вдохновение, вы даете ему любовь, вы даете ему сердце, энергию. Потому что вы есть эта энергия радости, счастья и добро. Для чего вы ему нужны? А нужны вы ему для дома, для радости. Ревнует он. Вот для чего вы ему нужны. Вот что он хочет. Ну, не знаю, если он вам нужен, подтолкните его, напишите. Не знаю как, но у каждого своя ситуация. Но здесь человек любит. Да будет так. Любовь во все времена. Через все планеты и через все порталы. Пишите в Viber, WhatsApp, Telegram. Лично, пожалуйста. Пока-пока.